Итак, если мы говорим про ПВП, если мы охотник, то нам нужно обязательно заиметь себе питомца следующего рода. Либо раптор, либо гиена. Сейчас объясню почему. А все из-за их способности. У раптора это жестокое кровопускание, у гиены будет называться по-другому, но суть одна и та же. Если они бьют этой способностью противника, на него накладывается дебаф, который понижает получаемое целью исцеления на 10 секунд. Соответственно, для ПВП это максимально выгодно и максимально приятно. Просто тот таргет, который бьет ваш питомец, будет меньше получать исцеления. При этом данные питомцы сами по себе нехило дамажат. Вот у раптора это цапнуть. Поэтому, если вам визуально раптор не нравится, берем себе просто гиенку. То же самое, но выглядит немножко по-другому. По способностям у нее будет заразный укус, который также понижает эффективность исцеления цели. И вместо цапнуть там или царапнуть у нее будет просто укус, который также дамажит. Всегда выбираем себе специализацию питомца хитрость, чтобы у вас был приказ хозяина, который позволяет задиспелить руты. Я об этом уже рассказывал, но не суть. Вы нажимаете либо в себя, либо в вашего тиммейта антируты. Очень важно против друидов, которые ставят столб лунный, который немоту накидывает и рутают. Данным питомцем вы можете спокойно избежать неприятного последствия пребывания под данным солнечным лучом. Вам он будет не страшен. Соответственно, такой же приказ хозяина у нас будет у гиены. И также у питомцев специализации хитрость присутствует приятная пассивка, знание дроп, которая повышает вам скорость передвижения на 8%. Но где же данных питомцев получить, спросите вы? Ответ прост. Нам нужно отправиться в Зул'Дазар. Зул'Дазар находится в Зандаларе. Это локации Орды. Мы говорим про сейчас БФА, битву за Азерот. Аддон. Чтобы попасть в Зул'Дазар за Альянс, вам нужно проходить военную кампанию в Култиросе. И вы, соответственно, можете через Тирагарское Поморье, там через корабль по военной кампании попасть на локацию Орды. Но есть обходной путь, который даже за Альянс позволяет быстро попасть в Зандалар. И неважно, куда там, в Зул'Дазар, не в Зул'Дазар, вы везде можете побывать, не проходя сюжетную кампанию, не тратя 2 часа. За это вы обязаны подписаться на мой бусти просто в знак благодарности. 2 часа вам сэкономил, ну а мы переходим к способу. Ну а весь дополнительный контент, что я записываю, вы можете найти на моем бусте. Здесь у меня и для 3.3.5 аддона контент имеется, и для актуала. Полный гайд по настройкам моего PvP-шного интерфейса и PvP аддонов присутствует. Также имеются гайды на другие классы. Поэтому, если планируете поддержать канал копеечкой и вас интересует дополнительный контент, первая ссылка в описании. Приглашаю на свой бусти, но на этом рекламку заканчиваю. Погнали смотреть видос. Первым делом отправляемся в Штормград, и нас интересует портал к пещерам времени. Бежим туда и телепортируемся, соответственно, в пещерке. Вот мы попали в пещеру времени, и отсюда нам нужно долететь до стартовой локации троллей. Она находится в Дуротаре. Визуально вот на карте можете видеть. Попадаем в Дуротар, и вот он, остров Эхо. Именно сюда нам и нужно держать наш путь. Прилетаем просто на нашем летающем маунте. На опыте вам подскажу, когда будете лететь и пролетать мимо локации пылевые топи, здесь будет остров Алькац. Над ним не пролетайте, народ. Вас просто сбросит с маунта, неважно, на какой высоте вы будете лететь. Я лично летел примерно на вот такой вот дистанции, и просто меня из пушки выбило на вот 5 километрах высоты, я не знаю, я упал в море, и мне пришлось плыть, потому что там же усталость, я чуть не умер. В общем, это было мало приятно. Не совершайте моих ошибок. Облетайте остров Алькац любой стороной. Просто любой стороной остров Алькац облетаем. Все, вот буквально пара минут прошла, я прилетел на стартовую локу троллей. Это те самые острова. Вот вы можете видеть на карте. Кто знает, тот знает. Кто за троллей качался, тот здесь был. Нас интересует выход на пирс. Где-то здесь, вот он, да, прямо здесь находится. Вот этот пирс нас интересует. Подлетаем, тут нас ждет Митака 30-го левела. И ждем паромчик. Буквально 5 минут, по-моему, туда-сюда плавает корабль, который отвезет нас в Зул'Дазар. И года не прошло, приплывает наш кораблик, тот самый заветный, который нам и нужен. Кстати, очень забавно то, что все паромщики, скажем так, к нам дружественны, можем даже с ними поговорить. Будучи игроком Альянса, я сейчас эльф, и я спокойно разговариваю с зандаларским троллем, я понимаю его речь. Видимо, близы просто не предусматривали такую возможность, что мы будем абузить кораблики, которые нас в Зул'Дазар повезут, и просто оставили дружественных юнитов для всех вообще, в принципе, не привязанных к фракции. Это забавно. Все, корабль приплыл, ждем, пока он отправится в другую сторону, и он нас отвезет туда, куда надо. Все. Соответственно, данным образом мы попадаем в Зандалар без прохождения сюжетной кампании военной за Альянс. Соответственно, вы можете не тратить 2 часа своего личного времени, а просто за 5 минут буквально долететь с пещер времени до кораблика, и вы попадаете в Зул'Дазар. Все, вот, видите, я в Зандаларе. Итак, народ, если нас интересуют рапторы, которых мы хотим приручить, то прилетаем в данную локацию. Тут по дефолту ходят зеленые, какие-то фиолетовый. Присутствует раптор. Локация Роща Смотрителей, координаты 6938 на, соответственно, локации Зул'Дазар. Вот я вам на карте показываю, где данная локация находится примерно. Если вы хотите белого раптора, то вы подлетаете в данную точку, и у нас здесь ходит вот королевское перо. Полностью белый раптор. Матриарх, да, королевское перо. Если вы хотите черного раптора, то летим немножечко подальше в данную пещерку.
Заходим внутрь, и здесь будет нас ждать полностью черный раптор Умбраджин. Его тоже можно приручить, у вас будет полностью черный раптор. Можно приручить обоих, что я, соответственно, и сделал. Теперь полетим, посмотрим, где у нас гиены водятся. Если же нас интересует гиена, где можно приручить гиен, прилетаем на локацию Каменистый утес, 51-15 координаты, локация Волдун. Слева сверху, где-то примерно на данной окраине нашей карты. Просто максимально на север летите, все. Здесь будут бегать вот эти вот гиенки. По дефолту они какие-то коричнево-черные, хрен пойми. Если хотите абсолютно белую гиену альбиноса, летим чуть повыше. Координаты 54-15. И тут у нас стоит полностью белая гиенка Пеплогриф. Ее также можно приручить. Вот так вот. Все. Тем самым вы себе получили и рапторов белого, черного, и гиену. Абсолютно белую Пеплогрива. Какой вам больше понравится, такого приручаем. Для PvP они максимально эффективны. Вот так вот будет выглядеть гиена. Вот так вот будет выглядеть черный раптор. Но вот так будет выглядеть белый раптор. Выбирай свою тачку. На этом видос завершаю, народ. Весь мой дополнительный контент можете найти на Бусти, ну а на Телеграм подписывайтесь, чтобы не пропускать анонсы, дополнительную информацию, иногда мемасики и так далее. Всем вам я желаю прогрессив PvP, всем чао, всем пока.